Так, секундочку. Так, во-первых, я сделаю вот так. Во-вторых, звук. Во, я настроил звук, то сильно громкий был. Да, всем привет и добро пожаловать на шоу. Меня зовут Сергей, и мы возвращаемся в Metal Gear Solid. Давненько не стримил эту игру, и давно ее не проходил, но когда-то надо продолжать. Так, я, по-моему, с этого завода так и не выбирался. Да? Да. Ладно, пойдем. Не помню почему, по какой причине, но почему-то отсюда не выбрался. Или не, я выбрался, но меня, по-моему, застрелил вертолет. Сволочь. Окей. Что ты светишь? Просто коробка стоит. Прими это к сведению и все. Я тебе сейчас кышкну. Сучка. Я же говорил. Нихер было на меня кышкать. Что с этим вообще по заданию, господи. Зона перемещения, лагерь. Не, с катушек я точно не слетал. Ничего. Валим. Ну все, коробочка ушла, чё.
Блять. Ты какого черта здесь ходишь? Совсем что ли уже не имется? Блять. О, все. Где? А. Наверху. Окей. Мне самое главное свалить отсюда и все. Остальное уже не особо имеет значения. Эй, смотри! Да, смотрю. Крыс, нашел! Падла. Hold him off! Нет, не делай этого! Молодец. Не шуми. Ну, вроде все. Хотя там тоже могут быть кто-нибудь. Ну, пока пойдем так. Кафе, мне кто-то вырубил. Скорее всего, противник. Я несколько поисков. Прием. Это КП, понял. Возможно, это вражеское нападение. Did you see that, boss? Нет связи. That giant weapon system that disappeared into the cave? Да, видел. Heard it was the Kremlin's biggest secret. But to think that doctor has been working on it. And the man with the skull for a face. It's been on my mind since you encountered the skulls during the honeybee mission. It's really him. Boss, he's the commander of Cypher Strike Force XOF. Probably the mastermind of the attack 9 years ago. I thought he and Zero parted ways. I'll look into it. You just focus on the mission. Ну, видимо, не разошлись. Блин, мне бы транспорт раздобыть. Если бы я знал, что здесь нужно будет вот на такую 1,5 километра идти, я бы взял транспорт или лошадь. Это КП, понял. Всем подразделениям, быть начеку. Конец связи. Да, я уже давно убежал, вы там пока думаете. Тут же никого нет. Так, это у нас что? А, это у нас КП. Блин, там рядовые противники, там же нету. А, нет, еще не совсем КП. У меня такие есть. Были бы желтенькие, было бы прикольнее. Еще у них, как всегда, нет транспорта, это вот 100%. Хотя я вроде оставлял танк там на входе, но, по-моему, его уже
заскриптовали, и он пропал. На танке было прикольно. Он что, еще и там летает, что ли? Серьезно? Вы издеваетесь? Да тихо, не рычи. Второй чувак с навыком, конечно, но нахер он не сдался. Хоть бы одна машина была бы здесь. Как всегда. Нихера. Так, окей, там летает вертолет. У него пулеметная очередь, которая меня разорвет. Хорошо. Значит, будем от вертолета прятаться. Я знаю, что там противник. Они нам пока не нужны. Тимоха, давай мы тебе такую же заплатку на глаз нацепим, как у твоего сородича он там в игре. А? Да? Давай. Так, полынь. Заберу. Ну ничего, ему тоже полезна пробежка. Типа жир растрясет. Это полезно. Но дальше своего носа все равно ничего не видит, пока что. Да, привет, привет. Ну да. Собирание травы и ползание в коробке. Блять. Не ори. Ты где? Так, о чем я и забыл, не надо здесь делать?
А, доктора Эмериха. Господи, этого инвалида вытаскивать, я забыл. Почему сразу с ним? Че еще какое-то оружие нашел? Молодец. Так. Давай отправим. Окей. Окей. Да, мне пофиг. Отлично. Доктор Эмерих. Ясненько. A bipedal weapon system. The same model as the one in the cave? Looks like they're about ready to start deploying it. Да, мне жопа. Это я понял. Так, это разбитый вертолет. It's the Soviet base camp. That's where you'll find the target, Emmerich. Но Эмерих держит вот здесь. Emmerich's lab is the building at the north side with the vault roof. Угу. А что ты мне про вертолет ничего не рассказал? Еще раз. Я же на него целился. Я ни за что не поверю, что один вертолет и 4 солдата. Я, сука, захватывал эту базу, тут было 25 бойцов, от которых я ползал, взрывал все, отвлекал их взрывами. Тут всего 4. Серьезно? Да я ни в жизнь не поверю. Давай, натявкай мне еще там 15 бойцов. Тогда я поверю. Не свети в меня. Центральный базовый лагерь Афганистана. Окей. Я никого не убивал, максимум оглушил. А, ну вот, теперь я верю, что тут будет 25 бойцов. Где еще тяв-тяв? Да. Я сила ночи. Ну, смотря какой Бэтмен. Один клеймо ставит, другой не убивает. Ну, Человек-паук тоже людей не убивает. Он скидывает их с крыши, а они потом каким-то образом прилипают к стене. Если брать игру для PlayStation 5. А, ну вот, если Бэтмен, который смеется, да. Опа. Так, что у нас тут? Мне, наверное, заметить. Звука я подальше.
Ты на моего пса там не гони. А то можно и в небеса улететь. А Фултон спрашивать не будет, хочешь ты этого или нет. Ага. Ясненько. По идее, он вообще должен был охранять, типа, тот въезд. Все вроде... Сука, солнце стоит. Отлично, молодец. Не поворачивайся некоторое время. Че так быстро утро настало? Но на тот момент, когда я говорил, я коробки не использовал. Стою. Ясно. Блядь. Что за палец? О, плакат. Извините. Да блять. Ты там какого хера меня заметил? Коробку ветром надуло. Тут у вас ветра сильные. Благодарю. Что там? Блять. Пошли туда. В порядке, в порядке. Да он-то в порядке. Мне осталось 80 метров пройти, пацаны, не орите там. КП, это Зой 4. Ага. Вырубил одного из наших. Прием. Да насрать. Это КП, понял. Все единицу. Блять, где там вход? Найдите нарушителей. Конец связи. Сука. Ладно, один пока не страшно. Вали. Субтитры пошли не по тому месту. А, тут еще снайпер есть. Мне пизда. Да. Окей.
Я согласен. Ага. Ясненько. Да, я не в порядке. Я запоролся. Ну хорошо же шел, чё? Я так понимаю, мне у кого-то надо было найти еще и карту доступа. Ладно. Не, я не заказывал никого. Да. Идеальный русский язык. Штаб, это кафе. Понадобился огонь. Открыли огонь в ответ, но потеряли врага. Враг может все еще прятаться поблизости. Соблюдайте осторожность. Штаб, это кафе. Ответьте. Штаб, ответьте. Штаб. Штаб, это кафе. Штаб, прием. Почему здесь нету дырки в крыше? А, вот она. Ага. Ух ты ж проститутка. Насколько понимаю, она же не взрывается, да?
хватит там уже натявкивать. Я пошутил про 20 человек. И не нужно столько, мне хватило 4. Так. Я немножко что-то не понимаю. Ага. Да-да-да. Проваливай. Я дебил. Прощай. Ну, конечно же. Только без карандаша. Эй, Рамирес. О. У меня как бы не было пистолета, ну ладно. Если игра хочет, чтобы у него был пистолет, то... Snake. It's not you, is it? Hey! It's just a machine. Are you? Большой босс. Dr. Emmerich. Snake? Hey, what gives? Ah! Let me go! No! Give me back my legs! Right on schedule. Now bring him back to Mother Base. Okay, I'm sending a chopper close by. Get to the LZ with Emmerich. Hang on a second. Let's use the walker gear I developed to escape. There's a special one here at the lab. Only I can activate it, and I'll tell you how to operate it. Ignore Emmerich. We don't need his wind-up toys. It is a long way there. Why don't you use that walker gear of his? No way. We can't trust him. How do we know his crap will even work? Well, it's better than carrying the man the whole way. Boss, use the walker gear to escape. It's your call, boss. В смысле, а чё, Фултонов нельзя, что ли, это... Хватать? Ну ладно, пойдем. Тихо. Дай. I'll start it up. Get this off me! Here we go. They're single pilot machines. I'll... Hey! Валли. Да. Так. И... Тихо. Уолкер Гир. Прием ближнего боя. Бинокль. Радин. Скинуть оружие. Основное. Бла-бла-бла. Сесть, спешиться. Перезаряжание. Взять, положить. Тормоз прибавить скорость. Окей. I was developing a bioweapon weapon for the Soviet Union. It hasn't been deployed.
He's doing mobility testing. Once the walker gear is finished, they'll have a huge advantage in close combat. And once they add my masterpiece into the equation, this war will be over. The Soviets will win. He was developing bipedal weapons for the Soviets. If that's the case, what's Cypher's interest in it? До свидания. А, стоп, зачем я это сделал? Ты мне помешаешь просто, чувачок. I had no idea. I thought the inspection was real. I swear it. If anyone's to blame, it's you, Snake. We should never have had that. Mother base was destroyed. Arriving shortly at LZ. Made me do research for them. That's right. В смысле, ты где собрался садиться, я не понял. 9 long years. Тихо, не ори. Forced to do whatever А, they said. ладно, нормально. Хотя не нормально. Куда бежать? Ты прям на выходе, тебя там расстреляет, дурак. Там у них пулеметы стоят, как бы, гранатометы. Точнее, минометы. On station at LZ. Так, тихо, так. Take this bag off, will you? Да заткнись ты. You came to save me, right? I'm dying in this. Ай. Главное, чтобы тебя не вырвало, остальное фиг с ним. After 9 years, you finally paid. Snake, Да, я знаю, меня в задницу подстрелили. all for one and one for all. Nothing's changed, right? Да, один за всех, и все за одного, и с Д'Артаньяном тоже я тебе познакомлю. Садись давай быстрей, садись. Я думаю, я задание провалил. Sahelanthropus? How? So that's the Metal Gear he built for the Soviets. Impossible! It can't be active! Doctor, you're as useless as I thought. This is the real Sahelanthropus. You and your friend will die here. Behold! Today is the day weapons learn to walk upright! Может, мы как бы пойдем? Нет? А что мне делать? Get out of there, boss. Everyone's extraction comes first. Head for the LZ. Я как бы в курсе, что мне уходить надо, но куда?
bring down the chopper. Give it the slip somehow. Stay behind cover as you move. Pequot, have arrived at LZ. We'll stand by. Ай. Это было больно. Я, наверное, пропустил его просто. Но, насколько я понял, типа не совсем. Я за пулеметом, чувак. It's a sahelanthropus. How did they complete it without me? We'll hear the rest back at base. Все нормально. Поехали мыться на базу. Затем, чтобы его добить до конца. Мне не понравилась эта коровка. Она какая-то слишком уж коровистая. Если бы она была чуть поменьше, то было бы вообще идеально. Я думаю, было бы, ну знаешь, так, типа позабавнее, если бы Эмерих сам натянул на себя бы этот... Mission complete. Не, у меня Дихорса не было с собой. Окей. Окей. Старинг мы знаем, кто старинговал все это. Численный показатель, характеризующий вашу известность, репутацию в глазах большого босса и Diamond Dogs. Его можно повысить, успешно выполняя основные, побочные, внешние, это мы знаем. Привлекать внимание ЧВК. Вообще у него должны быть штаны, кстати, мокрые. Why do you suspect me? What did I do? I'm on your side. What about him? Miller was in contact with Cypher 9 years ago. He was working with them. He's the traitor, Snake? What's that? More truth serum? No. Stronger truth Oh, serum. please. Please keep me here. I need protection. Ah! Ah! Oh. Oh.
Why? You're the odd one out. Why me? We all lost something. What? Except you. Don't. Ну, у этого же Эмериха, типа, ноги работают только от этого устройства, и он его просто попытался сломать ногу с помощью такой пневматики. Короче, на обратную сторону ее выгнал. Cypher forced me to do that research after the attack. Do you think he had a hand in it? I do. But there's no proof yet. Take a listen to this later. We need proof before we can pass judgment. Keep an eye on him. And don't tell anyone he's... Да, я сам что-то этого не могу понять. We'll have him continue his research in there. It's for his own good. The older guys will want his head. We can't guarantee his safety if we let him out. Boss. He mentioned something interesting. The reason why they pulled their plug on the operation in Afghanistan. He said their funding started going to Central Africa instead. Cypher is pursuing new research in Africa. Africa. What research? Emmerich doesn't know the details, but one thing he said does make sense. The Sahelanthropus alone isn't enough to cause an RFA. He claims that what they're doing in Africa is the missing piece. A weapon to surpass Metal Gear. Переезжаете, ну да. Meaning it's not just another nuke. Допрос Хьюи на главной базе опять. Современная Африка. Окей. Окей. Ну, такое себе. Спасибо за новую бабенцию. Ты мне это уже говорил про 9 лет назад, что выжили, пришли, нечто пачками заходят. Спасибо. Я понял. Но она типа просто это чувиха, которая пришла работать на большого босса. Мне, по-моему, по медицине, что ли, почти наивысший ранг. Так. There's no doubt about it. Cypher's working on something in Central Africa. There's evidence they've been in contact with private forces operating in the region. We follow that evidence. We should learn what Cypher is after. Good dog. Diamond Dogs has gotten a lot bigger. Now's the time to take the offensive. Head back to the ACC for your next mission. Good dog. Good. Good dog.
Good dog. Good. Good dog. Учимся у Биг Босса, как мыться в душе. Да, good dog. А где еще good dog? Эй, давай, good dog. Good dog. Good dog. Так, это окей. Это, по-моему, далеко, что ли, платформа была? Ладно. Это пока мы оставим. Молчунья, кстати, это где-то на базе сидит. С помощью отход, там... А, нифига, у меня эти выполнены. Пригодная тьма. Че? Партизаны хотят провести массовую атаку, уничтожить как можно больше боевых машин, слабые подкрепления. Да иди ты в жопу, а? Со своим воздушным вертолетом. Так, она... Где она была, кстати? На какой-то из платформ. Я не помню, честно. Доставки. You hear all kinds of stories. From what Commander Miller says, there's more to it than that. They had this feud with an American covert intelligence agency called Cypher. During the Peace Walker incident, the Boss! Welcome home! Здорово. Boss! Boss! Мне нравится, что их пиздишь, они тебе говорят спасибо. Thanks for that, boss. Boss. What's up, boss? Все отлично. А честно, я не помню, на какой платформе Молчунья сидит. Вообще абсолютно не помню. Хотя, в принципе, можно это сделать другим способом, быстренько проверить. Так, где? НДВ. Вот сюда. Ну это забавно. Да я их прокручивал на самбо. Так, ладно, ее потом будем искать.
Там надо, кстати, базу проверить, можно ли еще что-то прокачать. Это, по-моему, на 3-м или на 2-м уровне у меня остались платформы. Ну, мой гуддог спит беспробудным сном практически. Boss, I've been meaning to tell you something. Our old friend Zero hasn't been seen in public since you left the States. That was over 10 years ago now. You suspected he was responsible for the accident at your base in the Caribbean. But at that point, Zero was already bedridden. So it never felt right to me that Zero gave the order. Now that I've seen the man Emmerich was working for, I'm sure he didn't. I know that man. He was our old friend's XO. A man without a face. Not one you want to look at anyway. Skullface. He's the one who destroyed your base 9 years ago. The unit he commands, XOF, was Cypher's strike force. But he's since split from Zero and used XOF to usurp control over Cypher itself. In other words, the Cypher we're hunting isn't Zero. Beyond Zero is a void that's even darker. Skullface. DD makes a pretty good partner, huh, boss? Too early to say. Yeah? Just seeing him come back makes me real proud. What breed is he? He's not a husky. You're right. Siberian Husky is a cross between a Spitz-type dog and a wolf. I think DD might have some wolf blood in him, too. He isn't just smart. He's also shown remarkable judgment. If he doesn't do what you want him to, he's just doing what he thinks is right in the situation. And he's steady under fire. Remember, he's no lapdog. But learn his strengths, and you'll understand each other soon enough. You'll make one hell of a team. Ocelot, why'd you take it upon yourself to train him? Why? Yeah. When's the last time you heard a wild cat raising a dog? I have an eye for him. I knew at first glance he'd make the right partner for you. Huh. And I figured it was about time he got out into the world. So you passed him off on me? There, you see? I knew you liked him. I don't know about that yet. I still think he's trying to figure me out. Практически. I'll spend some more time with him. You'll see how helpful he can be. What about you? I prefer to work alone. Ocelots don't hunt in packs. Yeah, something like that. Anyway, I'm glad you like him. DD's really taking to you too. And to going on your walks. Don't be shy about taking him with you in the future. I'll think about it. Я хочу, чтобы Молчуня потом со мной была в будущем. По большей части. Так, это окей. Дальше, что у нас? It wasn't just Cypher. Back in the Caribbean, every eye in the world was turned on us. A private army, just a bunch of guys with guns, in possession of a nuke? Why wouldn't they be uncomfortable? And that's why you made sure the inspection happened. Well, I thought our best move was to prove to the UN through the IAEA that we had no nuke. Ну, в этот раз нет, на второй раз на вылазке. Хотя нет, это первая его вылазка. Потому что шел на второстепенное задание с псом, чтобы поговорить с Эмерихом. Нашел Эмериха и началось задание основное. So the truth is, you took it upon yourself to agree to an inspection arranged by the UN. Only the inspection was a ruse, and Cypher's strike force, XOF, showed up instead. I had no idea that would happen. Enough bullshit! Oh, sure, like I could have known. You know, I was just trying to prove our innocence to the world. What's wrong with that? We're not interested in the excuses you thought up. The truth is objective. Ну, у нас, скорее всего, нет. From my point of view. You led XOF to the control tower. They seized it. Ну, получается, это как основное задание, потому что Док сразу перешел в основное. You can't believe I did that on purpose. That was the end of Mother Base. But it wasn't the end for you. How can you...
Look, think about it. I lost something too. I built Zeke and it got buried underwater. I am a victim. That raises the big questions. Why were you the only one spared? You got away without a scratch. Why did Strangelove leave the base on the eve of the inspection? You two were close. Strangelove? And how did you manage to build something that surpasses Zeke in every way? Because you did everything they told you. Насколько я помню, мне говорили, что это просто ученый, которого нужно с которым нужно поговорить, который вроде да, как бы был в прошлом отряде. Ну, он как раз про 9 лет говорит, он же типа 9 лет в коме был. I suppose blaming me makes you feel better, does it? But who's gonna give me back all the time I lost? You're not getting anything back. You're not a victim here, Emmerich. You're the perpetrator. I didn't know anything. Nobody can back that up. Yeah, all the evidence is at the bottom of the ocean. You know the hardest man to break? The type who's fooling himself. That takes time. It's easier to live a convenient lie than a painful truth. Is that the piece you've chosen, Doc? I'm not lying. Of course. Just let me check one or two things. On that day, you were in the control tower with them. Lucky you. That's how you got out unscathed. And you escaped on one of their choppers. Only you, right before the base went under. They had me blindfolded the whole time. I've never been so scared. The whole flight, I thought they'd kill me. But типа его похитили, что ли? kept me going. My comrades, all the way. And? There was a plane journey, then we traveled by road. When they finally took off the blindfold, I was in kind of a warehouse, on the floor. Afghanistan, it was that research lab. I couldn't believe they'd taken me halfway around the world. And soon enough, he came. Skullface. He's the one who's really behind that Mother Base attack. He forced me into that research. What kind of research? He told me to build a bipedal walking tank for the Soviet Union. Like Жаль, у меня камера закрывает сколько там времени, но ладно. That's how the Sahelanthropus project got started. Sahelanthropus. Those AI weapons I'd made in Costa Rica were like toys by comparison. A whole world apart from reptilian four-legged crawling and that ridiculous hunched-over bipedal waddling. My design evolved to the dawn of mankind. Sahelanthropus, the first steps towards humanity. An upright bipedal weapon system. Originally, Sahelanthropus was going to be a manned weapons platform. Все I вместе. designed a cockpit in its head, and I planned to fill it with water as a buffering agent. Like how Paz modified Zeke for human control. Don't compare me to some amateur. I designed it for human control from the beginning. The problem was miniaturizing the posture control AI. You remember the reptile pod? The AI that controlled your unmanned weapons. Attaching it externally makes it vulnerable, so this time I wanted it beneath the armor. Meaning I had to make the AI smaller. I got it down to less than 1/10 the size without any loss in computation speed. But it was still too big for the cockpit. There wasn't enough room for the pilot. If I made the head bigger, its body would have to be bigger to support it. Too big to be practical. In the end, human piloting was taken off the table. I tested a remote control. Ну я знаю, кто такая Паз. There was the time Да, lag, это... and I wasn't satisfied with its precision either. Plus, it would be useless if the enemy jammed it. So next, I went back to trying an AI-only system. У нее вроде в желудке было еще этот бомба, когда она спрыгнула с вертолета. This was a hybrid AI, a combination of Peace Walker's reptile and mammal pods. The only AIs that had ever successfully operated an unmanned nuclear weapon system. Really? You'd need some help to get that working. Expert help. Did you work with someone? I worked alone. You did that yourself?
That's the thing. The AI didn't pan out in the end either. But I did finally get Sahelanthropus walking by folding over its upper body to lower its center of gravity. The first upright bipedal locomotive weapon system in the history of mankind. I guess, technically it falls into the anthropoid ape category. I don't see the benefit of having it stand taller. On terrain with significant differences in elevation like Afghanistan, you need a body that's vertically adaptable. That also lets it attack from long range while using mountain ridges for cover. So, making it walk upright was the most important factor in giving it superior height capability. As the name suggests, that was the whole point of Sahelanthropus. Не знаю, может быть видео, может быть нет. Having the AI mounted externally would have been the fastest way to get it working. I just needed more data so it could maintain its balance. But Skullface refused to wait. He dismissed the idea of AI control and took Sahelanthropus away from me before I could finish it. But it was walking when it came after you. That's just it. I don't understand how Skullface got it to move upright, without a pilot or an AI. And walking at that speed, too. It's beyond anything I could have imagined. В смысле ходить? Там же был этот психа вроде его зовут, который телепат. Он ими управлял. So this Sahelanthropus, where is it now? I have no idea. All my experiments took place at that cave. I've never seen it anywhere else. Besides, it's still just an incomplete prototype at this point, and nothing but a paper tiger. Even if it can walk, it's far from being a viable weapons platform. It wouldn't be useful in actual battle. Emmerich will remain here at Mother Base for now, but not as a member of Diamond Dogs. I still don't trust him. That work for you? Fine by me. Так он же, его показали крупным планом перед тем, как появился череп и Сахелантроп. То есть психомантис, этот, потом позади него этот Сахелантроп, и начал череп вещать свою эту речь. How long are we going to press him? If our investigation shows he really had nothing to do with the attack, we'll reconsider his place here. But I don't expect that to happen. Remember that water tank-shaped object in Emmerich's lab in the Soviet base camp? The thing that started talking to you like a possessed answering machine. That was a pod built for housing the AI used to control unmanned weapons. You remember, back in '74 in Costa Rica. It was in those machines you fought there. They were designated Pupa, Chrysalis, Cocoon, and Basilisk. And each of them was fitted with an AI unit called a reptile pod. Emmerich created it. It mainly handled the machine's posture control and autonomous behavior. But the Basilisk, aka Peace Walker, also featured a second AI pod. That one was called the Mammal Pod. And it was created by Dr. Strangelove. She tried to recreate the boss's personality through the Mammal Pod. But you pulled out its memory boards. That's when it transferred its own functions to its reptile pod. Just like a human brain compensating for damage by using the remaining healthy parts. The result was a unique entity. A hybrid of the reptile and the mammal. It sank to the bottom of Lake Nicaragua with Peace Walker. But apparently they salvaged it and transported it to that lab. Don't let it deceive you, Snake. It may sound like the boss, but it has neither a personality nor a will. Like Emmerich says, it's just a machine. Ever since the attack on your unit 9 years ago, the name Big Boss has become known the world over. What do you mean? Я так понимаю, это будет еще долго. Traveled far and wide. They fought throughout the world. In fact, they're part of the reason we have all these PFs now. Every one of them suffered their own phantom pain from losing you. Talking about you wherever they went helped to heal their wounds. Your actions and words, your legend, has been told on every battlefield they've set foot on. Obviously, as the tales have spread, the truth's been distorted, painted over. Big Boss sacrificed himself to show us the threat that Cypher poses. He sounded a warning, so it goes. A warning? Too much power destroys the hands that hold it. Apparently, you chose to be a living example of that.
I never said any of that. The moment any truth is passed on, it starts turning into fiction. The problem is, fiction inspires people more than facts. To the world, you're now the legendary mercenary big boss. The lessons you've taught the PFs are the reason they're so widespread. They're the reason they've survived. And you know what they all aspire to? To one day go nuclear, just like you did, and stand up to Cypher. Of all the stupid things you could do, they'll never understand what you really wanted. Heroes are misunderstood. It takes a man of the same caliber to understand what drives them. Bottom line is, these guys want to be like their hero big boss. And deep down they all have their eyes on nuclear weapons. They say that a nuke is the only means of standing against Cypher. But these days it's becoming little more than a slogan to rally the troops and survive in a cutthroat business. Currently, there are 3 major PFs who've expanded into Central Africa. CFA, Rogue Coyote, and Zero Risk Security. HEC's investigations have shown there's almost no overlap between their areas of operation. It's not so much a turf war, more like they have a gentleman's agreement. If you do cross paths with them, you probably won't have to face more than one at a time. Still, don't expect a walk in the park. The CFA, Contract Forces of Africa. These guys are a major player. Это потому что еще выйдет очень долго, и я как бы хотел пройти. Так. Чем мы пёселя продолжаем брать с собой? Дополнительно можно, кстати, транспорт взять. А в принципе, как можно больше, если... Ладно, то потом. Ставлю то же самое. Снейк. Шакал, Комбо Дрэгон. Бля, а чё, за бабу нельзя поиграть? Чё одни мужики? А, нет. Кто это? Прикольно. Ну ладно. Оставим. Ничего нет. Блин, я даже не знаю. Возьмем. В принципе, можно было взять, конечно, транспорт, но, по-моему, меня не замечают, только если я в танке еду. В Жуке. Остальное начинается паника, когда я проезжаю мимо КП. Ну, может, для разнообразия, чтобы не только за одного и того же играть, но и за другого солдата. А, мы уже в Африке. The target is Angola's Mfinda oil field, upstream from the landing point. A spill has covered the whole area and crude. A pipeline that crosses the Muneni River failed, and now the shore's a mess. Not to mention the villages downstream have no drinking water. The oil runs to the pipeline from that facility. Taking it out should end the leak. The client this time is an environmental NGO. Destroy the facility. Stop that leak. This may seem like straight-up philanthropy, but there's another reason we agreed to it. The Mfinda oil field was outdated, abandoned. Then the rebel group United moved in.
taking it upon themselves to kickstart operations. United's been rapidly modernizing its arsenal. Rumor has it someone's been selling them U.S. military hardware. Intel's analysis suggests the broker's a front company, Cyphers. Keeping tabs on United could tell us who's pulling its strings. Окей. Ладно, пойдем посмотрим. The war industry we started has taken a pretty crooked course these past 9 years. With no other options, soldiers have become dogs of war, sent to conflict zones as private forces, or PFs. Guys we fought alongside are dying all around the globe for no reason. No banner. But it's how they survive. The demand for PFs here in Africa is especially high. Cold War standoffs, resource exploitation, tribal clashes. What's big business for developed countries has only brought conflict here. That mess you're standing in is just the latest example. You've arrived at Masa Village. It's been turned into a supply hub for Unida, meaning it'll be stocked with weapons and resources. Should be a thing or two that'll come in handy. Don't be shy. They deserve to be in better hands. Ладно, пойдем посмотрим. Кто заметил, с вышки или этот нижний? Ну давай, иди сюда. The PF soldiers are speaking Afrikaans, an official language of the Republic of South Africa. Boss, we're gonna need someone with the Afrikaans interpreter skill to understand what they're saying. We'll look into it here, but for now, you'll just have to make do without one. Ладно. Но он мне, в принципе, пригодится, у него там. Да, и его тоже берем. Я никого не брал, пока не приехал сюда в ЮАР, но мы его тоже берем. Шо? Чух-чух. Тебе рассказать историю про паровозик, который смог?
Ты все равно ничего не скажешь, да? Ага. Да я знаю, заткнись, пожалуйста. Он все равно ничего не знает. Пусть там лежит. Чё? Ни хрена не понял. Ой. Я сейчас запылюсь. В чем конкретно? Этому вообще, видимо, пофигу, что чувак перед ним скрылся в коробке. Ну, типа... Что такое бывает? А хрен ли у вас тут так много? The same way. With a gun in his hands, a kid is as dangerous as any adult. Only they don't know a thing about right and wrong. Boss, do not hurt any child soldiers. If you do, the mission is over. Ты с ума сошел? Никогда. Я лучше вот этого Какайонгула убью, который там что-то им твердит. Кукайонгула. Все нормально. Ах ты ж, сука, вы вдвоем пошли. Как ты мог? Где-то убийца. Ой. Да. Ну, можно и так сказать. Ой. Отстань. Просто коробка сбежала. Это тоже нормально. Коробка хочет жить.
Так, куда вообще идти? Где дорога? Вон, туда. Что-то они вообще как-то на меня среагировали, это очень интересно. У одного малого просто врезался, да, ему вообще пофигу. Остальные просто мимо пробежали, ну, типа, это нормально. О, машина. Пригодится. Спасибо, я в курсе. Блин, я думал, оно ближе будет. Ладно. Нефтяной междурождение Финда. Ух ты ж, нихера себе тут нефтяное месторождение, чё так много? Ну да, мы знаем двух детей, которые тоже, можно сказать, нехорошие. Ай, тихо. Короче, это, я так понял, что контакта не установили с противником. Это со мной. Но он не смотрит мои стримы. Не рычи. Так. Ладно, попробуем что. Постелсить. У меня Вова, кстати, просил это, мои данные, короче, аккаунта, чтобы поиграть в МГС. Где? В смысле, кто? Странно. Блять. Развернись.
прямо запах чувствует. Было бы прикольно, он подошел такой, пометил. Так, я так понимаю, это сюда, да? Где-то. Хосей, да. Хосей, ты отхосейся оттуда, пожалуйста. Ага. Тейк. Бля, чувак, ну тебе это не надо. Как? Кто? Где? Че? Что? А ты как меня оттуда увидел? Серьезно? Ты все равно ничего не скажешь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно. Так, ладно, проверим, где тут был вообще у нее, по идее, вход какой-нибудь. С какой стороны вообще можно было войти? Не, если серьезно. Ясно. There's the transfer pump control room. The emergency stop button is probably inside it. Ты про снайперку, что ли, имеешь в виду? Next, destroy the oily water separator tank. That'll ensure they can never use the facility again. Ну, я пока сделал такой.
Ну, это типа просто трупы, чтобы спрятать, видимо. Да, situation stone bait, это я согласен. Да, блядь, я тебе в лицо стрелял уже несколько раз. Падай. Так, 89 метров. Ай, ля-ля-ляй. Ай-яй. Будем делать красиво в другой раз, наверное. Вообще, если насчет оружия, да, я знаю, там целая куча видов, но я пока прокачивал только вот автомат и вот этот риот. Мне когда попался, я его начал качать. Но вообще есть смысл на остальное тоже на прокачивание взять. Но я пока не знаю, что там можно выбрать. У меня есть и 4. А где она, господи, это вот? Здесь. Да, я знаю. Не иди сюда, тебе этого не надо, чувак. Тебе этого не надо. Уходи. Уходи. Да, детям понравится. Ну, ужасно, конечно, я ее прошел. Эй. Спасибо, я понял. Блять. Так, мне просто сейчас
Да, ну просто уже выйти из опасной зоны. Да. Так, дикое животное, там диких людей нет? Этих черненьких, которые с оружием бегают. Видимо, нет. Это хорошо. Долго еще? Roger. О, он сумел забраться. Хороший пес. Давай, 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 давай. Ну, я попытался пройти по стелсу, но что-то в последний момент пошло не так. И у меня стелс не вышел. Прям вообще никак не вышел. Mission complete, boss. Boss, we took another look into Saner, the owner of the oil field. They were behind what happened. They hired the PF, not United. They restarted the facility all the while pretending they were the victims. One other thing. Saner's Johannesburg head office is just a room in a multi-tenant building. Company's essentially non-existent. 3 years ago, that investment fund stepped in and started gutting it through a series of mergers and sell-offs. And get this, the fund itself no longer exists either. It's a shell corporation, meaning someone is just using Saner's name from the shadows. But what about those strange corpses? Just what the hell were they doing over there? Да кто его знает, что они там забыли. Hey! Ага. I've customized a walker gear just for you. It features a silent running system, great for infiltration missions, and you can also summon it to your location. I've taken the liberty of calling it the D-Walker.
It's armed with a suppressed tranquilizer gun. If you want to add other weaponry or upgrade the chassis, give the order from your iDroid. Ок. Че, все или сейчас будет какая-то катсценка? Блин, что-то долго начал грузиться. Boss, I've updated the mission list. We received a new job offer. It doesn't seem connected to Cypher or Skullface at all. But if it goes well, we may get an Afrikaans interpreter. The details are on your iDroid. Пёсель. Как у Снейка без глаза. Так. Что у нас там по заданию? Переводчика с африканс, работающего на допросах в лагере Кизибо, и спасите британского пленника по прозвищу Викон. Окей. Можно как бы не совсем то. Побочек. Но это уже потом. Да, вот сейчас хочу сделать. Как раз, кстати. Так, что-то я не посмотрела, куда? Хотят провести массовую атаку. Нужно больше боевых машин, чтобы освоить подкрепление советской армии. Оружие и ракеты. Ракеты так ракеты. Так, вспомогательный пока такое оставляем. Да, мы сонаром пользуемся периодически. Точнее, пользовались, когда не было пса. Сейчас стало интереснее, потому что там есть пес. Вот, и пес как бы подсказывает. Поэтому как бы в сценарии уже особо-то и не надо. Is to eliminate as many enemy combat vehicles as you can. For this mission, we're backup for the guerrillas' offensive. That means our mission isn't over until theirs is. Keep an eye on the remaining time. Also bear in mind that you'll fail a mission if you don't take out a single vehicle. As for payment, the more vehicles, the bigger our paycheck. So give them a real fireworks show. Хорошо. Locations on your map. Once you've spotted incoming reinforcements, their location will be added to your iDroid too.
Я так понимаю, здесь скиллсить особо не надо. Поэтому погнали. Ну, сейчас проверим, если что. То... Ай-яй-яй. Ай-яй. Это War Thunder. Так, этот... Да, она идет в круг. Кстати, когда танк уничтожал, самый первый вот этот уничтоженный, я немножко перепутал кнопки. То есть неудобно в том плане, что L1 этот этот выстрел, а R1 на прицеливание. Назад. Езжай. Как же им неудобно управлять. Блять. Я видел, что это пленник, но... Да. Играть пуль. Так, явно что-то делаю не совсем правильно, наверное. Ну да ладно. Главное, я нашел дорогу. Уже радует. 4 минуты я только ехал. Выезжал на трассу. Чтобы найти... Так, тихо. Ага. Вот сюда.
Почему дорога резко кончилась? Это же не Россия. И что-то я сомневаюсь, что бронетранспортер так может. Ну давай, детка, выезжай к папочке. We spotted a four-wheel drive transporting a prisoner. It's not part of the mission. If you think you can bust them loose, just if you have the time to spare. Там включился контроллер. Да отстаньте вы от меня, я хочу крышу ехать. Ну, по идее, задание будет выполнено, но как бы не вся техника будет уничтожена. Он в начале миссии сказал, что миссия будет провалена, если я вообще ничего не уничтожу. Тут просто как можно больше техники устранить. Сегодня был не их день. Так, пленник, цель, окей, поехали обратно. То есть, по сути, это миссия просто на отстрел боевой техники. Так что тут по движущейся цели со стелсом это навряд ли можно было бы пройти. Пока к одной, пока к другой. Ну, посмотрим. Блин, а можно пока без замедления, пожалуйста? Спасибо. Ты меня не поймал, нет. Вот,
пленного бы спасти еще. The guerrillas' offensive will be ending soon. Boss, there's still time left. Здрасте. The target has left the mission area. There's no way to eliminate it now. Head for the remaining targets. Ай-яй. Boss, need a little extra firepower? Да иди ты нафиг. Soviet weapons transport truck. Apparently it's cargo with something pretty powerful. Нет. What do you think? Уходим. Make we share. Careful, boss. 4 минуты, я помню еще 60 минут. У меня еще есть время. Блять, не падай только. Цели 1700 метров. Я думаю... Спасибо, я понял. У меня есть отчет. Не надо мне сообщать. Да блин, что-то я... Так. Да знаю, ты меня заметил, ты меня поймал и так далее. Давай, ты, Кодик, возвращайся.
Ну, я знаю точно, какое задание там не выполнено. Это еще один пленного, которого я задавил. Я хотел его спасти, но так вышло. Я случайно. Не хотел. Он сам под колесо бросился. Все. Ему надоело, просто он не хотел жить, и все. Окей. Ты сам все видел, это было случайно, так что не надо тут, нет, тут все. Это было случайно. Тем более, что он видит, на него такая махина едет. Бронетранспортер с колесами, которые передавят любого. Не, надо идти вперед. Переться, как говорится. Так. Общий язык. Окей. Побочки, случайные. You called that thing Sahelanthropus. Where does the name come from? Well, several years ago, an excavation team discovered a hominid skull in the Sahel region. Central Africa. The Southern Sahara. Cypher gave the specimen the name Sahelanthropus, man of Sahel. And then they covered the whole thing up. Why? They probably wanted to monopolize information about human evolution to have a head start in their genetic research. At least, until they had an idea of what they'd found. It was that big of a discovery, huh? Sahelanthropus was a gracile hominid, estimated to have lived about 7 million years ago. What's significant about it is how its skull's foramen magnum faces down. In other words, its spinal column supported its head from underneath. It stood upright. Right. Which would mean Sahelanthropus walked upright 3 million years before Australopithecus, making it the world's oldest human species. Walking upright. I get it. Hence the name Sahelanthropus for your machine. Walking upright was the decisive difference between our ancestors and other anthropoids. Our brains could get heavier once they were supported by the spinal column. That led to the use of tools and the development of complex communication through language. Only man is capable of this. My creation will be the progenitor of all bipedal weapon platforms. And you did this for Cypher? No, not at all. Sahelanthropus is the best proof that I never betrayed you guys. What do you mean? The reconstructed Sahelanthropus skull looked exactly like the skull we used as our logo 9 years ago in the Caribbean. An army without a nation. Outside the world order. The design was based on Pangea, the supercontinent that existed 250 million years ago, right? Yeah. When the world was a single landmass. That concept's at the source of our strength. I felt the same way about Sahelanthropus. Sure, I was forced to build it under their orders, but I always wanted to put its technology back in our hands someday. That's the reason I incorporated the old insignia into Sahelanthropus's name. Don't you see? That's how much I was thinking about you guys. Oh, I see, all right. I see someone desperate to cover his ass. You can say whatever you want after the fact. But that skull also symbolizes somebody else. Skullface.
Snake, you finally came. Just don't record this, okay? Not recording anything. What's this about? What I'm about to say stays between you and me. It's about the weapon to surpass Metal Gear. You know a researcher by the name of Clark? He works in the biotech industry, real advanced stuff. His area is bioengineering, but lately he's also gotten into genetic research. Never heard of him. Well then, what do you know about cloning? I think I've heard enough. Hold on, this is important. Cloning lets you create a genetic copy of an organism. You take the nucleus of one of its cells, and you swap it with the nucleus of an unfertilized egg from another member of the same species. They started out working with plants, but since then they've had success with other organisms, including mammals. It's a hot area for a lot of places right now. Corporations, universities, research groups. There's no shortage of scientists out to get famous and patent their work, with morality taking a back seat. Isn't that a little outside your field? It's got nothing to do with my research. But I thought it might be of interest to you. Cloning, and Dr. Clark, I mean. Go on. Now, this is really highly classified stuff. But I've heard that an American biotech company has successfully cloned a human being. What's more, it happened over 10 years ago. And the researcher behind it was Dr. Clark. You've really never heard of him? I don't meet many doctors. This Dr. Clark is a complete ghost, even to others in his field. His age, where he comes from, that might not be his real name. And I can't even say for sure he's a he. Clark's employer, ATGC, its company motto is embracing your hopes, preserving talent. What does this have to do with me? Cypher. Dr. Clark works for ATGC, and they have connections to DARPA. Cypher couldn't function without the communications network DARPA's built. Meaning, Cypher has to be a part of the Pentagon. Or at least, the two are joined at the hip. DARPA is a driving force behind human cloning. It's a pretty high priority project for them. And this Dr. Clark, some say he's a pivotal player in Cypher. But that's not all. Every cell nucleus in an organism contains the genetic information for that organism. Think of it as a blueprint for life. Clark appears to be working on how to decode this information and rearrange it at will. If you could do that, it would mean being able to custom design human beings for specific purposes. Can you believe that? Suppose for a moment that this is all fact. A man of your talents, if your genetic information died with you, that would be a terrible loss for mankind. But what if mankind could preserve you for future generations by cloning you? All right, enough. I get the idea. Look, I know it's inductive reasoning, but this weapon to surpass Metal Gear they're developing in Africa, I believe it's something that uses this new technology. Я, в принципе, понял. Speaking as a fellow scientist, it chills me to the bone. That's rich coming from you. If genes serve as our blueprint, then I wonder if they include an impulse that drives us to tweak the design. Can you imagine that? Genes, encoded with information that wants its children to decode it. Is life itself putting the direction of our next evolution in the hands of scientists? I guess it would take some real arrogance to believe that. And yet, it could be what Cypher's after. I think you're barking up the wrong tree. But that was an interesting story. It'd make a good movie. You have to believe me. Where'd you hear all this anyway? Where? I just overheard it in bits and pieces while I was forced to do that research for them. Right. Wait a minute. Look, I want to help you. I want to be of service here. I'm risking my life with this. Is that so? Maybe it's time we brought someone else into the conversation. No, not him. Not Ocelot. You can't do this.
Ой, я забыл этот убрать. Транспортер. Ладно. Дождь заглушает звуки. В шуме дождя противнику сложнее расслышать ваши шаги, поэтому вы можете смело перемещаться на любой скорости. Если, конечно, пригнетесь. Угу. Я так понимаю, ну хотя в Африке как дождь. Но с другой стороны, почему бы нет? Дождя еще не было, кстати, ни разу. В Африке, вот там, в Афганистане были песчаные бури. Several high-level British CFA officials are being held by their Afrikaner colleagues. One of these prisoners is the rescue target, a guy known as the Viscount. The target's location is unknown. They're bound to have an interpreter present when they interrogate him. We've used info from the intel unit to predict the interpreter's location. It's on your iDroid. Follow the interpreter and extract Я в курсе, что в Египте есть деревья. Ты не подумай, что я прям совсем отсталый человек. That's not the target. Orders are only the Viscount gets rescued. Can't understand why he'd receive special treatment, but I don't imagine it'll be a problem to save the other prisoners too. If you're going to use a weapon, be careful not to draw the enemy's attention. Окей, пошли. The CFA are all business. Hard to believe they're interrogating their own. The situation must be worse than we thought. Make a wrong move, and they could kill the target without warning. Блин, она же без глушителя у меня. Afrikaans is the lingua franca for mercs in that area. If you're going to get any information from interrogations, you'll need an interpreter. But don't extract the interpreter just yet. If he doesn't turn up, they won't be able to do the interrogation. If they then decide the target's no longer any use to them, they won't hesitate to kill him.
Кажется, последнему это понравилось. Я действую правильно. Не как там он еще два чувака есть. О, еще один. Та-ра-та-ра-там, та-ра-там, та-ра-там. Дебил? Ты всего лишь его глушил. Там кто, Миллер или Оцелот? Я забыл, кто там говорит. Ты дурак? Они же не смертельно убиты. Поклад. Так. Полетай. Ты, черненький, пойдешь со мной. Я знаю. He knows where the interrogations are conducted, but they won't start before nightfall. Though if they get suspicious, now that the interpreter's gone, they could kill the target before then. Hurry up and find him. Interrogate him. Find out what he knows. One of the prisoners has been killed. We don't know if it was a target or not. Hurry up and ID the target. Охренеть, что так быстро? So, our rescue target was behind some kind of plot. Boss, I did some digging. And it seems the target himself gave us this mission through a representative. Obviously, he couldn't contact us directly due to his predicament. But still, something about this Viscount doesn't add up.
Что-то я сейчас ни хрена не понимаю. Да, блядь. If you run into trouble, give us a call. Boss, with that panic going on, they could decide to kill the target. Hurry. Предупреждать надо, что будет настолько. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. А чё? Snake, talk to me! Snake! Пу-пу-ру-пу-пум. You won't be able to follow the interpreter anymore. You'll have to find the target on your own. Так, ну в принципе я Boss, the interpreter didn't know the target's location. He did tell us where the interrogations are conducted, but they won't start before nightfall. Though if they get suspicious, now that the interpreter's gone, they could kill the target before then. Hurry up and find him. Interrogate him. Find out what he knows. If you're going to use a weapon, be careful not to draw the enemy's attention. Boss, with that panic going on, they could decide to kill the target. Hurry. Да в смысле, ты же мне показал, что здесь, где этих, блядь, ебучих пленников держат. Я вообще ни хера не понимаю. Snake, are you okay? Snake!
Заткнись, блядь. Там не было пленников, когда я туда пришел. Какого хера? Этот черный гамадрил мне сказал, что пленников ты можешь найти там. Я туда пришел, но там нет пленников. Ага, вон они где. Зараза. Нет. Тихо. Убери. Да иди ты нахер. Хорошо. Пусть он тоже полетает. Так, ну окей, там его не было. Там никого.
entertainment locations. Где, блядь? Сука! Иди в жопу. Блять. Да идите нахуй. Тань, дебил.
Ладно, бывают неудачные миссии. Не страшно. So we can ID the targets. That looks like the target. Наконец-то. Target extraction confirmed. Get yourself out of the hot zone. By chopper or by land. It's your choice. Roger. Ну хорошо, зато знаем, где находилась эта цель. И если что, начнем с них. Ну где этот вертолет, господи? Пока он доедет. Точнее, пока долетит. Что-то не везет мне в Африке немножко. Чем даже сказал, что сильно немножко не везет. Ну да ладно. Скажем так, пристрелимся к Африке. Мне еще и ранг А дали за это. Серьезно? Я его запорол практически полностью. Ну ладно. He was planning to secure the MPLA's oil field rights for himself in exchange for swapping the CFA's alliance from the anti-government United rebels to the state-backed MPLA. He hid this from the Afrikaners. But once he thought the jig was up, he tried to pin it on the other British personnel and take off. The Afrikaners captured him. That was when he asked us to rescue him, and only him. Кто на кого работает, уже вообще непонятно. We may have to be extra persuasive with this one. By the way, boss, we got some interesting news out of our friend the Viscount. He mentioned that more than a few PFs in the region have purchased walker gears. The CFA's the same. That's Soviet Army technology, and it's still a prototype. Only Cypher could be leaking it to the PFs. But the question is, why? Компаний что-то слишком много. Всех не упомнишь.
То есть это работает на одну, вторая работает на третью, третья работает на четвертую, четвертая всем владеет всеми остальными. Это какой-то кошмар все это запоминать. Boss, one of the latest missions to come in is connected to the walker gears. This could be our chance to close in on Cypher. Take a look at your mission list. Там что-то слишком важное. Hard to believe how many of those bipedal weapons have popped up around Africa. When did that start? No more than 6 months ago. Didn't really hit me until I came here. They're not supposed to be in use yet. Emmerich says they were still doing the last round of fine-tuning. The doctor has no idea. His research has already hit the black market. Both sides of the Iron Curtain will have it by now. Even so, they're spreading much too fast. Sure, the walker gears can operate in any terrain. Their mobility's just as good in the jungle as it is in the desert. That would come in handy in a place like Africa. They are modules that can one day be used as nuclear weapon systems. And with that in mind, the numbers are way too large. There must be another reason they're so widespread. Like what? It's all about needs. To small-time outfits like most of these private forces, this product is a dream come true. Hell, it goes beyond PFs. This is the ultimate weapon, the forbidden fruit, for anyone with an enemy to fight and people to defend. A nuclear deterrent. Exactly. Sounds familiar, huh? PFs are all operating off your playbook. You created these times. But could this be the new weapon in Africa that Emmerich talked about? If it is, why is Cypher letting everyone and his brother get their hands on one? What comes next? Selling nuclear weapons in the open? Making them public property? Why don't they give that a try? Then the next war really will be fought with sticks. Right. The man we're dealing with isn't foolish enough to make a suicide pact with the world. So, what is Cypher really up to? Чё, Тимох? А? Хочешь внимания, да? Маленький мой. А? Иди сюда. Все вроде. О! Вот это... Вот что я ждал. Да, Тимофей? Boss, I need to talk to you about this. Quiet. Can you meet me at her cell here on the base? Whenever's fine. Thanks. Тимоха, смотри. Смотри. Ну, блин. Ну, какой же пёс. Почти. Не похож на тебя.
А, это машина. Нет, нам машина не нужна. Ну и чё, я пришел. She refuses to wear clothes. The last staff member who tried to dress her, breathing through tubes. Other than that, she's completely cooperative. She understands English. She never speaks, sweats, or breathes. What? Well, not with lungs, at least. She breathes through her skin. Clothing would suffocate her. Showers are okay, but she can't be submerged. What's wrong with her? She's drinking through her skin. She's okay? She's okay. She just can't move when she's taking in water. Look. See that? She hasn't eaten a thing since she got here. She doesn't eat either? Never. It's photosynthesis. Photosynthesis. That's the verdict from the medical staff? No, jury's still out. It's the only explanation for what we've seen. The GRU had a man with that ability in its Cobra unit. We don't think she's contagious. Some of the staff can't stomach it. It's starting to affect morale. Can't you send her on a mission? By herself? No. But as you know, she does have skill. Why not take her out on one of your missions? She seems to like you. Of course, only if you think she'll be useful. Next time you go out, you keep her in mind. Окей. В принципе, почему бы и нет? Roger. Good God. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. Good dog. This is B-Quad. On station at LZ. Хороший тест. Да, хороший тест. Хороший. Gaining altitude. Looks like you've gotten used to working with Quiet. I don't see a problem with giving her some new weapons. I've already talked it over with the R&D team. Окей. Тактическая напарница полезна и при проникновении, и в бою.
Если вы прикажете высадиться или пройти на аванпост, он разведает и отметит местоположение солдат, транспорта и припасов. Ясно? Прикажете высадиться на снайперскую позицию, он будет убивать противников, заметивших вас, прежде чем они поднимут тревогу. Вы можете приказать или ликвидировать определенного врага, посмотрев на него в бинокль и выбрав команду «Огонь». Да-да-да. А, ну только что я же читал об этом. Ну, прямо действительно двойное проникновение. И она-то и не захочет подчиняться, я умоляю. Такому, блядь, мужику он даже собака подчиняется. Да? Да, Тимур? Дай сюда. Так. Че и, кстати, прочная бабочка. Греховная бабочка. Че? Только ради... сияние ослепляет взор врагов. Окей. Те, кого считают близкими. Что? Типа с золотом будет? Золотая? Ладно, потом выясним. Уровень связи. Ага. Круто. Из оружия, что мне там доступно сейчас будет еще? Так, сонный пистолет, глушилка. Что-то посмотрите. Приманка. Сигналка. Гранаты, которые могу сделать, распыляющие. Генератор ЛЗП. А, вот эти. Да. Окей. Так. А можно, в принципе, 4 цели. Не побочку. Блин. Теперь ждать. Ну да, это логично, что у нее пока ничего нету. Но с другой стороны можно вот этот взять. Не, мне не нравится. На фоне песка и растительности, не города.
По-моему, идеальный напарник. Это тоже мой почти полуволк, полулайка. Кто там еще может его назвать? Отдыхает, ждет. Boss, this contract comes from the People's Movement for the Liberation of Angola, also known as the MPLA. The PF at Ditati Abandoned Village has been supplied with walker gears. Your job is to eliminate them all. Destroy them, extract them, whatever you see fit. This just might get us closer to the walker gear supplier, Cypher. Good luck, boss. Quiet. Quiet. Я помню, она еще напевала всякую музыку, когда шла миссия. Ну ладно, на этом можно в принципе заканчивать. Все остальное продолжится уже в следующей серии, я так думаю. Потому что я уже все, я устал и я хочу спать. Иначе эта миссия тоже превратится просто в мочилово, как и предыдущие две. Ну ладно, первую я просто сам запорол и уже там достреливался. Вторая просто психанул, стал отстреливаться. Потому что там тоже не очень получилось. Мне мозги уже не думают. Поэтому спасибо за просмотр. И на этом все. До новых встреч.